believe it, in my own house. It's Bugs Bunny. Bugs fucking Bunny. Только что вы наблюдали мем моего собственного производства, который умер, не успев толком родиться, потому что бигтаймовского Феррана Торреса мы не увидели, а только шоу-тайма, поэтому такое мы точно не крутим. Я клянусь вам, чуваки, еще более унылого финала чемпионата мира, мне кажется, мы не наблюдали уже давно. И наблюдая за этим увлекательнейшим футболом на протяжении 90 минут до дополнительного времени, складывалось впечатление, что никто не заслуживает того, чтобы появиться в сегодняшнем паке. Но все-таки испанцы дожали, они чемпионы, и, соответственно, это также получило свое отображение в игре. В eFootball появились последние наборы в честь чемпионата мира. И Konami очередной раз подтверждают, что по поводу их планов вообще бесполезно строить какие-либо предположения, потому что, несмотря на все наши догадки, исходя из имеющегося опыта по поводу аналогичных паков, все-таки Konami в каком-то смысле смогли удивить. Правда, этим не совсем порадовали, но тем не менее. Поэтому давайте вкратце обсудим, какими же получились последние паки по чемпионату мира 2026 года. Лето в самом разгаре, а разрабы будто сговорились оставить тебя без сна. Обновления, свежие бантлы, батл-пассы, крутки и ивенты появились буквально везде, и eFootball не исключение. Надо успеть все везде и сразу, а времени до конца лета все меньше. И тут на помощь приходит лучший из лучших. PlayRock позаботился о том, чтобы игры приносили удовольствие без спешки. Тысячи товаров из разных категорий. Монеты для eFootball, ключи, донат, игровая валюта, пополнение Steam, подписки и телеграммовские звезды по самым выгодным ценам. Именно здесь ты можешь просто, быстро и безопасно приобрести монеты для eFootball и получить удовольствие, играя сутками напролет. Еще не поздно провести это лето с пользой и максимально прокачаться в любимых играх. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Как и всегда, контент мы делим надвое, один для донатеров, другой для недонатеров. Начнем со второго, это пак с игроками дня, который охватывает игроков и матча за третье место, и, соответственно, финального матча. Всего понемногу. Собственно, мы получили Килиана Мбаппе от сборной Франции, Букая Сака и Деклана Райса от Англии, Эмильяно Мартинеса от Аргентины, ну и испанцы, само собой. И вот без зазрения совести, я готов сказать, что эта карточка Килиана Мбаппе, которая присутствует в этом наборе, чуть ли не одна из лучших, которая появлялась вообще вот в наборах по команде недели. Конечно, не самая лучшая, но в топ-3 с карточкой с чемпионата мира 22 года, с карточкой на позиции АПЗ, вот в этот топ-3 новую карту спокойно можно ставить, потому что это в какой-то веке действительно обновленная карточка. Это как раз-таки то, чего я так долго ждал в отношении Мбаппе. Потому что в кои-то веке его сделали чуть более универсальным. Его наградили пасами. Во-первых, цифрами. Ему чуть подняли цифры пасов. Также благодаря бусту, который ему добавили для этой карты. И в том числе добавленным навыкам. А именно пасы в разрез. И получается, что вот такой вот метовый нападающий в eFootball, что для донатеров, что для фри-то-плейщиков, становится еще более играбельным, еще более метовым. За счет того, что он может не только спокойно водиться с мячом, бить из-за ворот, быстро бегать, ну и в теории отыгрываться со своими партнерами. И, конечно, для нападающего это не так важно, как для других игроков на поле. И, тем не менее, это крайне и крайне приятное дополнение. Ну и, конечно же, самый главный набор, который посвящен новоиспеченным чемпионам мира, сборной Испании. Никаких лучших игроков ЧМ, ни финалистов, ни игроков матча за третье место. Пак полностью посвящен тем, кто забрал чемпионат мира в Америке. Это сплошь испанцы. И за весь срок чемпионата мира и паков, которые выходили по нему, это, по-моему, первый пак, в котором присутствуют стандартные 150 игроков. Поэтому привычный вот такой вот мундиалевской заманиловки, что игроков якобы 100, а не 150, тут, к сожалению, ожидать не стоит. Сам же пак на самом деле, в принципе-то неплохой, но как будто бы ажиотажа какого-то тоже не вызывает. Наверное, это проблема в целом самой игры, из-за большинства других наборов, других карточек, что каждый новый пак по большей части встречается реакцией наподобие «мeh».
Ну то есть лично для себя я не вижу здесь игроков, ради которых мне хотелось бы идти в этот пак. Ну и конечно же второй бустер, который зависит от количества соотечественников, что конечно же иной притягательности этому паку не прибавляет. Поэтому можно сказать, что пак достаточно очевидный, в плане, что все заслуженно, Konami выпустили чемпионов мира, но в то же время пак как будто бы, не самый интересный, не самый привлекательный по цифрам, по моделькам, как будто бы, не знаю. Вот интересно узнать ваше мнение, друзья, поэтому отпишите его в комментариях под этим роликом. Для себя я выделяю только 3 более-менее интересных карты в этом паке. Это, соответственно, самый высокорейтинговый Родри на позиции опорника со стилем дирижер. Из числа же шоу-таймов более-менее интересными смотрится Ламин Ямаль, потому что он амбассадор, его модельку не обделили вниманием, цифры тоже неплохие, как и подбор навыков. В какой-то веке Ямаль был представлен без сокола. Ну и, конечно же, Ферран, мать его, Торрес. Мы не дождались бигтайма и получили вот такого вот шоу-тайма. Но, кстати, справедливости ради, шутки шутками, но Ферран Торрес по цифрам, которыми его награждают, один из самых сбалансированных форвардов. Его минус, если его вообще можно назвать таковым, заключается только в его модельке. Она ничем особо не выделяется. Это вот дженерик нападающий, просто с хорошими сбалансированными цифрами, не более того. Но, с другой стороны, все это время у Феррана не было подобных карточек, вот именно по цифрам, именно вот высокорейтинговых карточек. Поэтому вполне возможно, что шоу-тайм будет ощущаться еще круче, чем последние карточки из команды недели и та карточка, которую раздавали по итогам сезона. В любом случае, чемпионат мира подошел к концу, справедливости ради он пролетел прям очень быстро, несмотря на то, что формат, по-моему, с этого же года изменился, и команд было больше, чем обычно, но все равно время пролетело достаточно незаметно. И если честно, то общие впечатления от прошедшей кампании в eFootball тоже неоднозначные. Мы это обсуждали с вами в отдельном ролике, но, повторяюсь, как будто бы кампания получилась не такой увлекательной, какой бы могла получиться на самом деле. И вот таких вот запоминающихся моментов, наподобие как карточка Мбаппе 22 года, или те же самые бигтаймы с Месси, Мбаппе и Гвардиолом, вот чего-то подобного как будто для этого чем будет не хватать. Ну, вот именно для компании по чем именно в eFootball. К самому-то мундиалю нет претензий, он был достаточно увлекательным, мемным, событийным, поэтому, в принципе, веселый чемпионат мира.